Всем добрый день. Итак, друзья мои, как я и обещала, я буду несколько видеороликов снимать с предсказаниями на следующий год. И особое внимание уделять странам, континентам. Одним словом, насколько возможно, более подробно и больше событий, которые ожидают нас в следующем году. Наверное, вы посмотрите уже в 2022 году, чтобы все время не повторять. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Во-первых, хочу еще раз напомнить, не хочу повторяться, не хочу по новой говорить. Поэтому, чтобы иметь общее представление, дата года, какой год, что ожидать, общие предсказания, не менее, скажем так, подробные, но касаемо всего человечества. Посмотрите, пожалуйста, предсказание 2022, первая часть. Первая часть, потому как я собираюсь, наверное, заключительную часть еще снимать. Я посмотрю, будет ли в этом нужда. Но, в принципе, это первая часть. Вторая часть – это именно отдельно разбитые видеоролики на предсказания о каждой стране. И, естественно, начинаю с России. И есть первая часть предсказания о России, поэтому хочу вас попросить посмотреть. Хотите иметь общее представление? Смотрите все части предсказаний, потому что повторять это все неправильно, нелогично и нет смысла. Я вчера снимала и видеоролики, случайно просто нажала не ту кнопку и, собственно говоря, на этом прекратилось. То есть я решила остальную часть сегодня записать. Перед вами статуя одной из великих правительниц России, Екатерины Великой. Я считаю, что она по праву может называться символом России, символом власти, силы мудрого правителя, созидательного. Все остальное – выдумки и зависть. Если вы заметили, все западные фильмы о Екатерине Великой делают акцент на ее любовников и прочее, игнорируя все ее политические достижения и то, что ее боялись и уважали, стараются делать акцент больше на любовные связи и прочее, порочить. Если какой-либо правитель Западу не нравится, значит, это отличный правитель. Учтите это на будущее. Итак, вторая часть предсказания о России. Хочу сказать, что 2022 год я бы назвала, наверное, годом провала губернаторов и мэров городов. Их использовали, с помощью них внедрили то, что нужно. И теперь их будут арестовывать, снимать с должностей, и устраивать обыски и прочее. Много из них потеряют свое место. Есть такая схема. Глобалисты желают устроить свои порядки. В прошлом ролике я вам сказала, что глобалисты сломали зубы об Россию. Их план идет уже на обнуление. Постепенно. Окружили Россию со всех сторон. Со всех сторон базы и прочее. Бывшие советские республики, которые, скажем так, глупо, необдуманно ушли подальше от России. Но есть одно но. Именно народам это не нужно.
у народов нет интересов против России, но определенный слой правящей вот этой вот коалиции получает деньги за то, чтобы всю свою страну и весь народ настроить против вот этой сверхдержавы. И, собственно говоря, все успешно шло. Лет 10 почти с лишним. Полностью, можно сказать, окружили Россию. Провели колоссальную работу. И очень удачно провели, нужно признать. Но теперь все идет обратным ходом. И для того, чтобы суметь пустить пыль в глаза, поскольку очень много банковских счетов находится в Европе, очень многие имеют свой бизнес там и прочие, властимущие люди. Естественно, взять и сказать, мы не будем у себя вводить вот это все, они не могут. Они созависимы друг от друга. Однако правительство России долго тянуло время. Я уже сказала, что народ должен быть активен, и народ должен быть сильный. Сейчас. Очень сильный. И очень твердо стоять на своей позиции. И никто ничего не сделает вам. Не смогут. Сделают только тем, кто согласился. Кто согласился, тем сделают. Уже делают. Все свалили на мэров городов. Мэров, губернаторов, которые сами не знают, что хочет центр. Одним приказом говорят, протолкните это в люди. Другим приказом, другими организациями этому мешают. Теперь все свалит на губернаторов и мэров городов, и за самоуправство начнутся против них охота. Вас использовали, господа губернаторы и мэры городов. Теперь вас будут менять. Теперь вас сменят и поставят своих людей. И это мракобесие постепенно сойдет на нет. Хочу вам объяснить, что вот эти пугающие ролики об эвакуации людей куда-то, массовых каких-то захоронениях, это все западные ролики, это западная пропаганда. Они проплачиваются специально, чтобы вас запугивать, чтобы кидать вот такие вот нелепые, устрашающие вещи. Как вы думаете, для чего оплачивают материнский капитал? Чтобы население увеличилось. Так какой им резон это население укорачивать? И куда-то вас вывозить, что-то там делать, понимаете? Но население оздоравливается. И об этом я вам уже говорила и предупреждала, и объясняла, как это будет делаться. Что все те, которые радостно сидят на шее государства, думая, что все остальные дураки, которые работают, они в один момент просто заплатят за тот корм, который им давали столько лет, бесплатно. Теперь, уже говорила и повторяюсь, время политических убийств. Правительство начнет завоевывать доверие у населения. Правительству нужно было понять, пощупать вот эти все настроения, что хочет народ, согласен народ на это все или не согласен. Правительство понимает, что сейчас нужно найти козлов отпущения, а именно губернаторов и мэров городов. Конституция есть? Есть. Там что сказано? Все должно быть добровольно, всегда. А что делает мэр города? А что делал губернатор? А по какому праву он это делал? А он пытается, знаете, услужиться. Он пытается всеми силами, выходит из кожи вон, чтобы понравиться Москве. Но при этом не понимает, что он пешка в руках Москвы, и его используют просто и выкинут, обвинив его в том, что он незаконно действовал. Никто тебе не сказал такое делать. Нет, ты покажи, а где это написано? А где это сказано? Ну, это был внегласный приказ. Ну, извините, все должно быть на бумаге. Бумаги нет, официального приказа нет такое делать? Нет. Ну, все, в чем проблема? Ты сам это сделал, ты сам придумал, это все твое.
Или уходишь по-хорошему, или сажаем за коррупцию. Найдем, за что сажать. Как Сталин говорил, был бы человек, статья найдется. Так что я вас поздравляю, мэры городов и господа губернаторы. Вы очень хорошо старались. Молодцы, аплодирую стоя. А теперь вас потихоньку в утиль. Дальше. Вот эти бесконечные аресты. Теперь начнется вот эта вот охота на ведьм, то есть на недобросовестных чиновников. Начнут прям публично наказывать, аж порицать, показывать. Смена кадров в полиции. Переквалификация. И в скором времени вы нашу полицию просто не узнаете. Они все такие там бонжур, месье, мадам. Вот что-то в этом роде. Им нужно сейчас вернуть доверие народа. Вернуть и очень быстро и очень сильно, потому что готовятся глобальные перемены, большие новые законы, которые, собственно говоря, нужны больше, конечно, олигархам. Но не скажу, что они вредят народу, но, собственно говоря, они нужны им. Для того, чтобы получить поддержку народа, нужно вернуть очень срочно, очень быстро вернуть доверие народа. А что любит народ у нас испокон веков? Хлеба и зрелищ, да? Наказание виновных, сжигание ведьм. Вот все во всем. Он виноват, он сделал, он такой плохой. Царь-батюшка хороший, бояры плохие. Вот он просто не знает, что бояре творят бесчинство. Вот бояр схватили, привели. Вот он прилюдно его казнил. И все аплодируют, все радуются, все счастливы. Это управление государством, это государственное управление. И вообще тем, кто хочет понять, как устроено государство и как управляют сильные, разумные правители, советую прочитать Макиавелли «Государь». Вы очень многое поймете в политике. Политика – это как игра, знаете, пешки долго не выдерживают. Екатерина Великая говорила, политика – это не госпиталь. Здесь слабых не держат, выносят вперед ногами. Поэтому, собственно говоря, начнется игра сильных. Закулисная игра, очень сильная игра. Россия вытесняет Европу и Америку со всех этих мест, баз. Начнутся просто призывы перезагрузить отношения, новые отношения. В России появится 3 вида оружия, которым нет аналога в мире. И никто не сможет такое создать. И создали их молодые люди, как ни странно. Вот молодые головы создали это оружие. Аналогов нет. 3 оружия очень сильных. Одно оружие будет действовать на воде, то есть океаны, находить цель. Вот что-то наподобие Искандера, только усиленный вариант. И это оружие будет находить цели под водой. То есть его запускают, он под водой просто находит любую цель, выходит и бьет в эту цель через воду. Второе оружие – это оружие такого лазерного назначения. До конца не будут говорить, о чем он и что он. Скажут, что это какое-то шумовое. В общем, распознает, сквозь шумы распознает какие-то там базы и прочее, что там существует, и уничтожает. На самом деле совершенно по-другому. Весь секрет, естественно, вам не раскроют. И третье оружие связано с огнем. И даже назовут его каким-то именем. Вот я даже не знаю, как-то связаны с огнем, знаете, огненным богом, что-то в этом роде. Огненный ангел, огненный дух. Вот похожее что-то. Не могу, естественно, я мысли читать до такой степени. Еще у меня нет той силы, чтобы читать мысли конструкторов. Но, в принципе, приблизительно могу вам сказать. В честь какого-то огненного бога. Вот что-то в этом роде. Может быть, сварог. Может, что-то в этом, может, суперсварог, что-то в этом роде. Так, пойдем дальше. Активные женщины-политики.
Центробанк. Центробанк намного упразднит все эти свои вот строгости и прочее, начнут меньше, как бы вот уберут очень много ненужного, что мешает людям делать переводы, хранить деньги и прочее. Упразднят эту систему Центробанка. Глобалистов начнут выкидывать, вышвыривать отовсюду. Любой намек на соросовский какой-то как бы офис, на соросовскую там соросовское финансирование, любой, вот радиостанции закроются. Видите, Путин не зря одно время закрыл все секты. Он правильно сделал, им правильно поступил на самом деле. Вовремя он это сделал, потому что все эти секты, любые секты, религиозные или так себе, тоталитарные или обычные, они все расшатывают устои государства. Не религии. Вы можете верить кому хотите, что хотите, никто вам не мешает. Именно секты, вот это вот сектантские движения, они ни одну страну утопили, уничтожили. Теперь, значит, оттепель с Англии. Англичане начнут по-своему хитро пытаться налаживать отношения с Россией. Вот как ни странно, англичане начнут все время какие-то делегации, какие-то там общий проект Англия-Россия. Вот такой вот хитроумный план усыпить бдительность. Далее. С Германией. С Германией на первых порах ухудшатся отношения, потому что Америка будет подстрекать Германию все время бойкотировать российские все проекты и прочее, прочее. И после выступления МИД России по поводу одного очень важного события и проекта Германия полностью переменится. Просто отсюда пойдут угрозы. И угрозы настолько весомые, серьезные, что у Германии просто не будет выбора. Германия полностью сменит политику. Что будет в Европе, я скажу в отдельных видеороликах, пока говорим о России. Большие корабли, танкеры, строительство, выпуск нового танкера. Дальше на вооружение российского флота поступит 6 новых кораблей. Из них один будет очень большой и будет носить имя женщины. Вот не могу вам точно сказать. Может, Екатерина Великая, может, Святая Ольга, но женщины. Ну, по ходу событий мы все это узнаем. И, естественно, вы узнаете у себя там в блокноте, запишите, что об этом вы знали. Смотрите, ожидаются кислотные дожди. Это, естественно, весной дальше кислотные дожди, нехорошие, небо, загрязненное небо. Загрязненное небо, будет очень большой скандал в авиации России, потому что без приказа, без предупреждения какую-то грязь лили с воздуха. Отсюда и начинались вот эти все. Опять это слово не хочу говорить, сейчас преследуют прям эти слова везде. Вы поняли меня. Вот когда начали люди задыхаться и все прочее. Воздух, воду в городах. Очень много, помните, я вам говорила, воду кипятите, особенно в Казахстане. Потом мы вернемся к этому вопросу. И будет грандиозный скандал выявления этих людей. Россия вынудит Америку и Турцию уйти с Украины. Не окончательно, на время, на долгое время.
Даже если они там будут огрызаться, гавкать, кусаться уже не смогут, зубы обломают. Она вынудит. И будет даже такой момент, как очень такой, знаете, момент холодной войны. Продлится неделю с чем-то, когда российские войска встанут, английские, то есть российский флот, английский флот, американцы там где-то проявятся возле Крыма. И будет вот просто разбирательство, разговор и очень серьезная угроза. И в плане того, что если это дальше продолжится, то мы можем очень серьезно ввести санкции уже применить к Европе и прочее. Друзья мои, вы представьте на карте мира. Вот откройте прям карту мира, Россия. И посмотрите вот на эту гигантшу, и посмотрите на эти маленькие, мелкие государства. Маленькие. Самая большая страна в мире. Понятное дело, что она вызывает зависть и ненависть. Здесь огромное количество разных национальностей. Здесь много республик, которые входят в эту огромную страну. Естественно, она вызывает ненависть. Россия для нас как Византия сейчас. Либо эту Византию мы сохраним общими усилиями, либо будем грызть друг друга, уничтожать, жрать друг друга, ненавидеть, и эта Византия развалится. Вот у нас такой есть выбор с вами. Хотим жить в сильной стране, чтобы наши сыновья не гибли, не попадали в плен, чтобы мы жили в мире, в согласии. Мы должны понимать, что для этого должно быть сильное вооружение, сильная армия и все прочее. И для этого еще мы должны обеспечить мир в стране. То есть человеческое отношение друг к другу. В России много тысяч национальностей. И самое интересное, что коренные американцы, индейцы Америки, они ненавидят пришлых. Ненавидят, потому что те пришли, уничтожили их цивилизацию. А здесь мы, все народы, которые живут в России, рядом с Россией, у нас генетическая связь. Мы тысячелетиями здесь рядом живем. Наши предки, отцы, прадеды, мы тысячелетиями. Это вот эта вся земля, она пропитана нашей энергией. Это наша территория. Мы не пришли откуда-то и не завоевали эти места. Мы здесь жили, наши предки жили, торговали между собой, взаимодействовали, где-то воевали, может быть. Но таких серьезных войн между народами, которые вокруг России, не было таких глобальных войн. И когда начинается прессовка, да, объединяются, когда эти народы, они вот оттесняют, помните, фашизм как выкинули? Сколько лет боролись? Сколько было отдано жертв, но в любом случае освободили территории, дальше существовали, дальше подняли страну. То же самое вот происходит сейчас. Вот тот же самый фашизм, только другим лицом опять же идет, понимаете, только по-разному, уже поражение умов и все прочее. Точно так же были тогда полицаи, и сейчас есть эти полицаи, которые готовы за деньги служить, готовы основы государства расшатать, готовы выступать против целостности этого государства. Понимаете, и они, для них нет понятия Родины. Есть такие люди, для которых нет понятия Родины. Им все равно, к какой национальности они будут принадлежать, им все равно, как их будут звать, на каком языке будут говорить, кто будет править их страной. Им без разницы. И такие люди в России расшатывают основы. Они бьют по больному. Вот пенсии, эти, то. Я уже об этом говорила. Конечно, это все нехорошо и вообще трудности есть. Но если сравнить с другими странами, мы здесь живем в мире, в спокойствии. Понимаете, самое главное мир, обеспечивание мира. А мира может обеспечить только сильная страна, только сильное правительство. Сильное, не те чиновничий аппарат, который вы имеете в виду, а те, которые сверху правят. Так вот, когда есть мир, все остальные проблемы решаемы. Когда нет мира, когда слабая страна, которая не может за себя постоять и отвечать, то мы все будем страдать из-за этого. Вот о чем речь. Вот сейчас начнется глобальная чистка в России.
Будут вырываться в дома, заходить, забирать компьютеры, ноутбуки. Вот либерально настроенных товарищей. Ну, если так прямо сказать, пятая колонна. Дальше. Между двумя большими реками. Какое-то такое грандиозное событие, грандиозное строительство начнется. Две большие реки. Вот даже вот думаю, которые из них могут быть. Насколько они близки друг с другом. Или, может быть, просто на этой территории начнется вот это строительство. В России построят огромный комплекс для тренировок военных. Сделают это на Северном Кавказе. Большой комплекс военных тренировок. Есть такое, но его не хватает, его недостаточно. Там будут огромные залы, будут гостиницы, где они останутся. Одним словом, туда будут отправлять наш спецназ, СОБР, если он есть сейчас. То есть вот ОМОН, да, вот эти все военную полицию на переквалификацию, на тренировку и так далее. И он будет такой, знаете, круглый, как Колизей. И местные его так и назовут в шутку Колизей. Он будет вот такой круглый, а внутри будет как бы двор. Они, не выходя оттуда, будут внутри находиться. Все-таки это спецслужбы, и понятное дело, что слишком много они не могут себе позволить, да, выходить, там общаться. Это некая опасность для них, поэтому он будет двор внутри. Они даже не понимая этого, просто изначально, когда начнется стройка, потом они начнут говорить, что он просто похож на Колизей. И вот название, запомните вот это вот слово, Колизей так и останется. Это будет на Северном Кавказе. По крайней мере, основа будет положена в 2022 году. Начало этого строительства. На самолеты летят. Очень близко прям. Так. Нападение на врачей я уже сказала в том ролике. Повторяться не буду. Врачи в торговых центрах и везде, где сидят со своими шприцами. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Сторожа всякие там эти security, как их там еще называют, перед торговыми центрами такие все, как церберы на цепи сидят, как плешивые собаки, и на всех кидаются. Тоже будьте осторожны. Вы можете физически пострадать. Очень много озлобленных людей, потерявших работу из-за всего этого. И они ищут повод расквитаться с кем-то, просто выпустить пар. Очень может быть, что они просто зайдут в закрытом состоянии абсолютно. Ничего предъявлять не будут. Просто вытащат нож, а дальше вы знаете, что будет. Будьте осторожны. По-человечески общайтесь с людьми. Они сейчас озлоблены. Озлоблены из-за потери работы, из-за много чего. Потому что у людей практически отняли их жизнь. Понимаете? Отняли. Человек не может полететь куда-то, видеть своего ребенка. Человек не может вылечить мать, потому что нельзя, не принимать пока на это время. Там осталось ей мало жить, и надо срочно операцию делать и так далее. Люди озлоблены. И любая вот эта вот как спичку, знаете, так поднести к газовой плите, тут же взорвется. Поэтому будьте осторожны. Те, кто работает на таких местах, ведите себя как люди. Вы там не эти, знаете, старший помощник младшего дворника. Вот и себя не корчите вот таких вот блатных людей, которые, знаешь ли, там вот мы цари, боги, вот как хотим-то. Это может закончиться трагедией. Предупреждаю, таких трагедий будет много, очень, по всей России.
Не хочет человек ничего показывать, не приставайте, пусть он проходит. Потому что у людей нарушилась психика. И очень много сейчас вот людей с нарушенной психикой, ненавидящие весь мир и желающие расквитаться, отомстить хоть кому-нибудь. Настолько уже вот просто на грани. Теперь. Опять говорю. Опять ожидается какая-то трагедия к концу года. Не ходите вы на эти елки. Не ходите на эти огромные стадионы. Можно пойти там, например, если там 200-300 человек стоят, ладно, 1000, но когда идут, прям давка начинается, огромное количество людей, и вот видно что-то опять. Не пускайте своих детей ни на какие там, я не знаю, шествия Санта-Марии. Не пускайте сейчас. Дайте этому году уйти. Это опасные годы. Высокосный, поствысокосный, самые опасные, самые противные, самые смертоносные годы. Они всегда войны, всегда страшные вещи, всегда болезни, всегда какие-то жуткие волнения, всегда смерти, всегда... Это не хорошие годы. И надо просто спокойно, вот отойдет этот год, и все, и успокойтесь. Когда начнется этот год? То есть следующий, когда... Вот этот год окончательно уйдет и уступит место следующему году, в январе, 20 января. А до этого он просто вот как бы уже уступает. Вот между этими двумя годами вы находитесь, понимаете? Итак, Луна, лунное затмение, черная луна, красная луна. Луна будет в году вещего ворона очень необычная, постоянно будет пугать, какой там огромных размеров, прям огненный. Какие-то непонятные видения будут на небе. Люди будут бояться, пугаться, они будут загадывать, что это может быть. Кометы какие-то, приближающиеся небесные тела. И вот все время будут бояться и думать, что это, вот от чего это, о чем они хотят нам сказать, что произойдет, война или что-то еще. Нет, просто очень много душ ушло на небо в эти годы. Молодых. И эти души, они неспокойные. Вокруг Земли создается такая атмосфера. Атмосфера боли, что притягивает постоянные какие-то небесные видения. Со временем это утихнет. Когда их души будут уходить, успокаиваться, это утихнет. Год привидений. Много видений, много знамен, много криков, много каких-то шумов дома. Потому что год, когда мертвый мир будет особенно к нам близок, Ворон. Он проводник между мирами. Мир мертвых, мир наших предков. Не стоит бояться. Просто воспримите это спокойно, без стрессов, без нервов, без, скажем, переживаний. Это есть. Они с нами рядом живут и жили всегда, тысячелетиями. Нужно к этому привыкать и относиться к этому, ну, по крайней мере, уравновешенно и спокойно. Так. Большие торговые центры какие-то, или апельсин, или мандарин. Хрен его знает, как он будет называться. Но я вижу вот именно вот этот апельсиновый цвет, оранжевый, и вот такой огромный, может, оранж даже назовут. Но вот такие огромные оранжевые торговые центры понастроят везде. Новая вот линия магазинов. Рубль будет держаться, даже немного поднимется. Но наряду с этим еще и доллар поднимется, как ни странно. Вот так будут валировать. И доллар чуть-чуть упадет уже с сентября. До этого он будет так держаться стойко. И рубль будет держаться стойко.
дома будут очень дорогие. Земля прям взлетит, цена на землю и на дома. Но станут намного доступнее машины. Даже новые дорогие там иномарки, они будут более доступны. Так. Обанкротится один банк. Один большой такой банк. Логотип там то ли чайка, то ли вот непонятно, вот как вот птичка. Логотип такой. Не знаю даже. И синий, голубой, черный цвет. Вот на логотипе этого банка. Он обанкротится. Ну, его захватят, одним словом. Обанкротят. Поэтому вот то ли Уралсиб он называется, то ли Сибирский, я не знаю. Но он почему-то во многих городах России. Понимаете? Сгорит большой центр развлекательный. Это либо Тверь, а может и Тверь, и другой еще город. Вот виднеется Тверь и Владивосток. Но будет без жертв. Это поджог. Потом выяснится, что местный губернатор сделал, потому что эта земля была продана для другой цели. Вот они пытались забрать, купить по дешевке. Не получилось, и они вот это сделали. Ну, ответят, конечно, будут разборки большие. Опять же, не потому, что они очень справедливые и хорошие, а потому, что это не совпадет с интересами Москвы. А хозяин, патрон этого всего заведения и прочего, он с Москвы вот это все регулировал. И ему очень не понравится, что вот так вот поступили с его имуществом. На Волге построить большой развлекательный центр, похожий на Дубай. Вот такой прям, как островок, такие, ну, не очень высокие, конечно, здания, потому что на воде это опасно. Ну, такого типажа Дубая. Такой развлекательный центр. Волга. Волга где более широкая? Это не Волгоград. Это, скорее всего, Саратов. Да, скорее всего, Саратов, но чуть подальше от Саратова. То есть, ну, не именно город, а вот область там. Волгоград. Скандал в Думе, Госдуме Волгограда. Арест некоторых чиновников. Так. Рыбоохрана. Там многие обогатились, очень большие такие разоблачения, так скажем, в кавычках, выявят чиновников. Одним словом, год ворона очень неблагоприятный для чиновников, для депутатов, для мэров, для губернаторов. Нехороший год для них. Вспомнила, когда цыганка не смогла деньги клянчить, и вот ты нехороший мужчина. Да, нехороший. Нехороший год для вас, товарищи. Как говорится, покушали и хватит вам. Прям такой. Царь-батюшка повернется к народу лицом, сделает послабление, сделает вам подарки постоянные, подарки. Народ будет радостный, веселый, счастливый. Ну, имею в виду вот от этих подарков. Как говорится, за твои же деньги тебе подарок сделаю хороший.
Ну а как еще в реальности это так? Миллионы с вас берут, 5000 оттуда отдают. Вы такие счастливые. Так, идем дальше. Год укрепления семьи. Уже говорила. Будут какие-то семейные мероприятия, какая-то новая программа для помощи семье, молодой семье и так далее. Еще есть один интересный проект. Будут предлагать молодым специалистам работать на севере, в северных городах. Там не хватает очень кадров, не хватает учителей, не хватает врачей. И будут выдавать дома. Вот работаешь 10 лет, и дом, в котором ты живешь, становится твоим. Это пример советских времен. Помните, когда, чтобы освоить молодые города, новые города, молодежь туда отправляли. Вот так и появилось, собственно, население вот северных городов. В основном, у кого не спросишь, родители там приехали, сначала давали общежитие, если они создавали семью, им выдавали квартиру или дом. Вот сейчас начнется просто вот копирование советского времени, и практически они начнут осуществлять вот те же самые программы, что в советское время. Ничего придумывать не нужно. Некоторые даже скажут, ну прям начали как в советское время, что-то так прям сильно хотят нам понравиться. Да, хотят вам понравиться, потому что в ближайшие годы протолкнут себе во благо законы, которые надо будет принимать, и надо, чтобы народ был счастливый, радостный, веселый. Ну и фиг с ними, пускай принимают эти законы сколько хотят. Все равно эти бриллиантовые месторождения нам не дадут. Как говорится, на чужом перу хотя бы поедим вдоволь, и то хорошо. Так вот. Еще какая-то льгота материнская начнется. И внимание для тех, кто рожает ради денег, и кто обналичивает материнский капитал преступным образом, будет создана новая комиссия, и контроль над этим осуществляться очень строгий. Потому что, друзья мои, покупают дома полуразваленные, гнилые, кривые, потому что они ни копейки не потратили. Им не больно, понимаете, на эти деньги. Вот они купили, забросили, не убирают, не чистят, не строят, ничего не делают. Все. Непригодно для жилья, кинули, пошли дальше. Почему бы нет? Вот будет сейчас комиссия, которая будет очень строго следить за соблюдением всего, что касаемо материнского капитала. Далее. Так, Северный Кавказ. Уже сказала многое, добавлю. Политические убийства, убийства судей, начальников милиции и прочее. Народ там озлобленный на вас, господа, за ваши коррупционные схемы и бесчинства. Вот год Ворона внесет свои коррективы. Как говорится, кто был живой, тот станет мертвый. Поэтому тем, кто хочет все-таки выжить в этой ситуации, вам следует прислушаться к народу и уже сейчас начинать вести себя честно и достойно. По крайней мере, постараться. Конфликт на границе. В Абхазии сменится власть. В Абхазии начнут запрещать западные вот опять эти все западные идеи, западные организации очень строго.
вдруг очнутся и начнется запрет просто. Далее. Россия построит в Абхазии большой курорт за свой счет для больных детей, чтобы они проходили реабилитацию после онкологии и прочее, прочее. Центр назовут «Милосердие». Вот прям вот 100% ощущение, что именно так и назовут. «Милосердие». Знаете, есть в России орден Анны Кашинской. Это княгиня, которая славилась своей благотворительностью. Княгиня, которая пережила своего мужа, сына, внука. Которая в юности раздала бедным все свое приданое и очень сильно рисковала остаться без мужа, потому что в то время бесприданниц не особо жаловали, но тверская княгиня, увидев эту милосердную девушку, сказала: «Сию желаю видеть в супружестве сыну моему». И взяла ее в жены своему сыну Михаилу. Есть книга «Житие Михаила Тверского». Там сказано о его мучениях в Орде и убийстве его сына и внука. Но речь не о том. Сейчас ведем о том, что что-то связанное с Анной Кашинской будет учредено. Может, какой-то благотворительный центр, может, кризисный центр для детей и женщин. Именно связано с этой женщиной. Ее возвели в лик святых, но я ее считаю просто очень достойной и очень сильной женщиной, просто человеком с большой буквы. И если вы будете изучать историю Руси, потом России, вы таких достойных женщин увидите очень много. Одна из них Ефросинья Полоцкая. Есть у нас Доброгнева Зоя, которая стала императрицей Византии, и ее считали колдуньей, ведьмой и так далее, пока она не написала Алима. И все поняли, что она выдающийся великий врач. Там есть роды, там есть массаж, там есть травы, там есть снадобья, мази и так далее, и так далее. Вот на основе ее Алимы до сих пор многие фармацевтические компании вот до сих пор создают на вот основе ее рецептов мази и прочее. Они, естественно, что-то добавляется, но вот основа именно Алима. Просто я к тому, что вот множество таких достойных людей было в истории Руси. К сожалению, мало кто изучает вообще историю своей страны. Если бы изучали, они бы ее любили очень. Но именно вот почему-то вот Анна Кашинская будет в год Ворона более востребована как благотворительница и так далее. Ее имя выйдет вперед. О ней будут говорить, и в честь нее создадут некий центр. Может быть, потому что дата ее ухода из жизни тоже был год Ворона. Может, поэтому, по этой причине, собственно говоря. Друзья мои, мне никогда вот так трудно не давалось, имею в виду столько информации, я вот сортирую только то, что на самом деле имеет смысл говорить. Просто некоторые пишут под роликом: вы поймите, я не буду по каждому району, округу и каждому райцентру какие-то предсказания, потому что я говорю в общем о стране. И самые такие события, которые имеют место быть, я сообщаю. Все остальное, кто кого полюбил, кто за кем побежал, кто чью машину украл, это вы сами понимаете, что это не имеет глобальных каких-то влияний на историю России, наше время. Поэтому, естественно, они
если о них не сказано, это не значит, что они не будут, но они не нужны, они не о том, чтобы говорить, они не играют той роли, никак не влияют на вот, скажем так, вот наше вот время. Год переломный, год движения. Еще раз говорю, посмотрите, пожалуйста, первую часть, чтобы полностью понять, как в году вещего ворона себя вести. Чтите предков, вспоминайте традиции, обычаи. Их будет очень много. Начнется пропаганда своего национальной кухни, национальные игры, национальные танцы. Просто пропаганда. Кроме того, организуется прям большой такой, как праздник, фестиваль народов России. И проведут на юге России. Вот почему-то идет Волгоград. Может быть и Волгоград, Волгоградская область. Ну такой вот прям грандиозный, большой фестиваль народов России. Или что-то такое, или мы едины, или Россия это ты, или что-то в этом роде. Одним словом, город такой шумный, постоянных каких-то мероприятий, каких-то новых проектов. Закидают, понимаете, народ закидают вот этим всем. Вот проекты у нас, вот эти вот какие-то конкурсы, какие-то национальные там, не знаю, что там еще. Все уже за фестивали и прочее, прочее. Вот на этом фоне просто вот это затеряется все это внутренняя горечь, которая была вот в эти 2 года. Начнет теряться, она начнет улетучиваться. Теперь начинается, знаете, как Соломон сказал, есть время бросать камни, есть время собирать камни. Вот сейчас уже собираем эти камни, понимаете? Их уже бросили достаточно. Далее. Онкобольных. Год лечения онкобольных. Ворон, который на самом деле символ смерти у многих народов, и многие боятся ворона, и считают появление ворона дурным знаком, будет помогать онкобольным людям. Год ворона – это год излечения онкобольных. Побольше на природе. Вот прям выходите, обнимите деревья и стойте. Природа будет забирать вашу боль. Она будет забирать вашу болезнь. Для вас это вот просто будут, как бы, вот даже те люди, которые уже приготовились, уже решили, что все, это конец, и ставим точку, ворон вас разубедит. Он будет клевать вашу болезнь, забирать и спасать вас. Единственное условие – благодарность мирозданию. В этом году постарайтесь поменьше на всех обижаться. Постарайтесь поменьше обсуждать этих чиновников, будь они трижды неладны. Никто не говорит, что они хорошие. Там так. Нет, друзья мои, но мир, он всегда был трудный, тяжелый. Всегда были войны, голод, холод, трудности. Кто-то хорошо жил, кто-то бедно. Но если мы будем ждать, что наступит сейчас вот рай земной, и какой-то спаситель, царь-батюшка придет и нас всех спасет, этого дня никогда не будет. Человечество приходит сюда проходить экзамен. А экзамен не может быть легким. Никогда не ждите хороших прям времен, вот благодатных. Живите сейчас. Абстрагируйтесь от всего. Живите той жизнью, которая вам дана. Вы пришли жить свою жизнь. Участвуйте в жизни страны, естественно, помогайте. Вот зимой прошу помочь всем бедным животным, потому что зима будет суровая. Жалко, что-нибудь выносите, покушать. Дайте им поспать где-нибудь, стелите что-нибудь. Им нужно набраться сил, чтобы пережить зиму. Очень непросто им выжить сейчас. Участвуйте, конечно, не будьте пассивны, но полностью вот день и ночь, проклиная этих всех депутатов и всех остальных, ненавидя всех подряд, вы ничего не добьетесь. Этого делать не нужно. Абстрагируйтесь.
Ворон будет помогать людям, настроенным на хорошее, на созидание, на добро. Ворон любит положительных людей, он же мудрый. Это мудрая птица, он мудрый, он символ мудрости везде, во всех сказках, легендах, да. И он любит мудрый подход к жизни, мудрый, правильный подход. Не истерите в году ворона, не поможет. Боритесь. Вот есть русская поговорка «бейся, где стоишь». Вот насколько у вас есть возможность, вы делаете, и обязательно это увенчается успехом. За себя боритесь в году ворона. Не бойтесь, вам ничего не сделают. Вы в год ворона сильны, как никто. Народ будет силен, как никогда. Ваша уверенность – это самое главное в этом году. Уверенность. Вот любую дверь откройте с ноги, заходите и скажите: я требую это и это. И увидите, что будут вас слушать. Ворон будет помогать, покровительствовать уверенным, сильным людям. Нытики, те, кто ждет, лежит на диване каких-то чудес, те, кто ждет, чтобы тетя и дядя за него. Эти люди для него будут мертвы, он их будет клевать, понимаете? Ваша энергия должна быть сильной, подвижной, постоянно, чтобы вы достигли своей цели в году ворона. Я еще сделаю заключительный. Я просто поэтапно о каждой стране, о каждом континенте. Я еще сделаю Европа, Америка, Закавказье и так далее. Я обо всем скажу. Просто постепенно. Ну, ничего страшного. Начало года, даже если в том году некоторые ролики выпадут. Какая разница? На весь год я вам это все выложу, этот весь расклад. И объясню вам, и помогу вам, как пережить тот год. Он не страшный, но он сильный год. Год активности. Год оздоровления природы. Много чего хорошего, что ожидает. Но просто сколько возможно вот отфильтровать от всей этой информации, я вам выдаю, чтобы лишнего тоже слишком много не было, чтобы вы не запутались, потому что я хочу первостепенные вам пока сказать, а потом далее перейдем. Конечно, у них будут попытки внедрить это снова. Будут несколько попыток, но оно не увенчается успехом, провалится. Не смотрите эти пугающие все. Это специально делают, все эти пугающие ролики. Ой, вот это сделают, то сделают с нами. Это все, чтобы сломить ваше сопротивление, чтобы вы испугались. Помните, вы всегда сильнее. Всегда все боялись народа. Все. Боялись, пока народ был силен и стоял за себя. Как только начинал прогибаться все, примеру одного труса следуют все. Так устроен мир. За сильными людьми идут, а слабый человек, он вселяет страх, панику. Поэтому паникеров, знаете, что делали во время войны? Не любили, мягко выражаясь. Будет год памяти патриотов, год памяти партизан. Будут вспоминать очень много ушедших именно детей во время войны, детей-героев, которые сражались за свою родину. Вы только вспомните, они, будучи детьми, подростками, не боялись, шли против пули. А мы, сидя дома, трясемся. Вот нас туда не пустят, нам не то скажут. Да плевать на них, не пустят. Пускай разоряются, пусть без денег сидят, не пустят. Пустят как миленькие и пускают. И пускают, даже не думайте. Они это делают, чтобы побольше заработать, потому что хозяева торговых центров, у кого есть хорошие связи, кто связался, кто сказал, он, конечно, своим продавцам объявил, что я-то устрою, я помогу вам, чтобы у вас клиенты были, но вы должны будете мне платить за то, что я вам позволяю работать без ничего. И они согласны. Идешь туда, все замечательно, обычно, нормально, все как положено, ничего такого. Почему? Потому что у него есть связи. Это еще один момент заработать. Понимаете, Россию спасет воровство. Я бы сказала, Россию спасет коррупция. Она должна быть.
Если не будет совсем коррупции, разрушится все. Кто-то загробастает, кто-то нет. Разрушится баланс. Коррупция должна быть. Сейчас все закидают меня камнями. Она должна быть в меру. Какая-то часть идет в карман чиновникам, какая-то часть на закупку оружия, какая-то часть на пенсии, зарплаты и так далее. Это нормально. Это у всех государств так. Главное, чтобы баланс не нарушался. Чтобы какая-то часть не была слишком высокой и слишком низкой. Вот о чем речь. В год ворона не бойтесь. Этот год пришел вам помогать. Но вы должны быть активны. Я думаю, этого достаточно. Естественно, я буду еще записывать Европа, Азия, наши республики СНГ, да, Америка и прочее. И там, естественно, затрону точно так же интересы России, если они связаны. Если они связаны, они все взаимосвязаны. К сожалению или к счастью, но это так. Пока что эту информацию переслушайте, переварите, пропустите через себя и запоминайте, что будет в следующем году. Или уже, если вы в следующем году посмотрите, то это относится к году 2022. Всем удачи!